От пациента. Меня беспокоит боли справа, в районе слепой кишки, запоры. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 1992 года рождения. Дата исследования 24 марта 2024 года. Область исследования – энтерография. Визуализирована тонкая кишка, адекватно заполненная жидкостью. В проксимальных отделах тонкой кишки стенка неравномерно утолщена до 5-7 мм. В остальных отделах просвет ее достаточно равномерный, диаметром до 15-20 мм. Толщина стенки тонкой кишки до 2 мм, складчатость кишки сохранена. Перистальтика прослеживается на всем протяжении кишки. Толстая кишка сформирована правильно, заполнена жидкостью. Слепая кишка расположена на 26 мм ниже крыла подвздошной кости, диаметром 48 мм. Поперечно-ободочная кишка в области печёночного и селезеночного угла формирует дополнительные петли диаметром до 35 мм, складчатость сохранена. Нисходящая кишка диаметром до 25 мм, складчатость ее сохранена. В сигмовидной кишке сформирована дополнительная петля. Прямая кишка не изменена, стенка до 3-4 мм. Слева на 9 мм, выше основной почечной артерии, сформирована добавочная артерия диаметром 2 мм, идущая в ворота почки. Заключение. МР признаки утолщения стенок проксимальных отделов тонкой кишки, болезнь Крона, долихосигмы, добавочная артерия левой почки. Рекомендована консультация гастроэнтеролога. 7 мая 2024 года КМН. Доцент Котов, М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В начальных отделах тонкой кишки стенки на отдельных участках утолщены до 5-7 мм. Это более характерно для воспалительного процесса. Часто это проявление болезни Крона. Тут, конечно же, нужна ВГДС, по возможности биопсия, для уточнения диагноза. Также удлинена толстая кишка, она формирует дополнительные петли, что затрудняет продвижение пищевого комка по кишке и может провоцировать запоры. С этим нужно к гастроэнтерологу обратиться. Также в левой почке сформирована дополнительная артерия, как правило, это значение не имеет. Но важно в случае каких-то операций на животе. Всем врачам всегда нужно об этом говорить. Вопрос пациента. По МР-энтерографии можно определить мегаколон. Ответ врача-рентгенолога К.М.Н. Котова, М.А. Да.